Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре сверхтяжелый советский танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка, объект 705. Да, вот этот вот мощный монстр. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Итак, господа, Collision модель нашего 705-го. Ну и давайте смотреть. Начнем с корпуса. НЛД 214-210. Если играем от переда, доворачиваем, тут у нас до 280-290. Очень сильно, очень крепко. ВЛД 245, 262 вверху. Надгусеничные полки рикошетные 500+. И, соответственно, если корпусом опять же вот так доворачиваю, здесь уже 283, что тоже много. Но это если при танковании, так сказать, от переда. Но мы рискуем стать на каточек. Башня у нас, соответственно, сферическая. Маска орудия 300, 600, рикошеты 500, 700. Короче, маска жесть. Самые ослабленные вот эти зоны по 300, там 20, 316, 320 в районе. 319 вот здесь еще чуть повыше, 306. Здесь 325 и пошло от 300 до 700 и более. И рикошет. То есть этот блин не пробить нигде и никак. Вообще, вот верхняя планка 60 миллиметров, да. По правилу 3 калибров только от 180 миллиметров нас сюда будут пробивать. Все остальное будет отлетать. Рикошет. Короче, этот блин вообще не пробить. Боковой у нас, кстати, гнутая верхняя часть борта, закаточка прямая. Значит, броня у нас 90 миллиметров. Сотка вот тут с катками. Сотка, 90, гнутый борт пошел, да. Ну вот видите, 150, 180 с фальшбортом у нас 178. Танкует от борта, понятно, по-королевски. Тут, ну, глупо это вообще отрицать, это просто имба от борта танкования. Соответственно, да, мы подставляем щеку в 200, вот эту 40-250 миллиметров, да. Но вы будете видеть вот крайне маленький уголок, вот эту основную деталь щеки корпуса вы не увидите, потому что у нас башня, ну понятно, не прям заднее расположение такое, ну и не центральное, ближе все равно к задней части. И соответственно, ну, будете видеть только маленький уголок. Поэтому если этот черт начинает танковать от борта, хрен вы его пробьете. По основным модулям. Обязательно качайте топовую ходовую и топовый двигатель. Это важно для этой машины. Топовую рацию всегда также на всех видах и даже на тяжелых танках я тоже рекомендую прокачивать. Нас интересует топовая пушечка. Вот эта вот 130 миллиметровка, а не 122 миллиметров, которая тоже, кстати, 10 левела. По орудию. По основному, на котором и нужно играть на этом танке. Альфа у нас на основном снаряде 490, на фугасе 640. 250 пробития на основном, 303 на голдовом снаряде. 68 на фугасе. Пушка заряжается чуть меньше 15 секунд. ДПМ у нас 2000, разброс, точность, она же 0,44. Время сведения 3 секунды. Что сведение, что разброс. Хреновый, честно, но это танк у нас прорыва штурмовой, это танк ближнего боя на фланге тяжелых танков. По полевой модернизации во втором слоте рекомендую вездеходную ходовую, в четвертом слоте на ваш выбор либо отстройку параллакс, как я вот на этой машине поставил, да, либо притирку 6 наведения, поскольку сведение у этой пушки не самое лучшее. Я вот решил в этот раз поставить на 705 отстройку параллакс. В пятом блоке обязательно звукоизоляцию. В шестом блоке берем вторым слотом на огневую мощь. В седьмом слоте качаем дополнительную шумоизоляцию, защиту от фугасного урона. По оборудованию рекомендую для этой машины закалку, досел и стаб. В исключительных случаях там многие танкисты, я видел, катают на
на турбине, да, подвижность у танка не самая лучшая, но ему для отыгрыша именно его роли, я считаю, что турбина не особенно важна, а вот закалка здесь будет более важна, потому что мы будем стоять и против арты держать удары, против, не знаю, бабахов, где куча фугасов и всего-всего, закалка нужна. Закалка нужна, досал и стаб. По снарядам, основной снаряд у нас бронебойный, летит 900 метров в секунду. Голда у нас подкалиберный, летит 1120 метров в секунду, и это круто. Вот. А фугас летит так же, как и бронебойный. По снаряжению, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам машины. Машина, хоть и написано штурмовой, но очень часто вы попадаете в ситуации, когда вы не штурмуете, а держите фланг. Так вот, если эта машина станет в позицию, спрячет корпус, станет от башни, то все, увы, пробить вас, врагам, нечем и некуда. Поэтому машина не только как штурмовая, но и как дефищая в позициях. Просто лютая броня решает все. По огневой мощи у нас достаточно сочная альфа в 490. У нас все бы хорошо. И даже бронепробитие на самом деле неплохое. Точность, да, не самая лучшая, да и время сведения. Но убивает эту пушку одно. Конечно же, углы вертикальной наводки, которых у нас просто-напросто нет. ПХП у нас на закалке все хорошо, 2200. По мобильности, несмотря на эту жирную тушу, мы все равно едем 40 вперед. Едем. По обзору у нас 414 метров, что для девятки это стандартный параметр. Поэтому танк прорыва штурмовой, можете использовать его и так по прямому назначению, но и дефить где-то в укромном местечке за камушком направления на этой тачке тоже мы сможем. Поэтому предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем эту машину, собственно, на что она способна. Погнали! Так, господа танкисты, обзор боем 705 объект. Сверхтяжелый советский танк. Проходная прокачиваемая ветка 10 левела. Лучше бы он стандарту получше дал. Сколько танков там видел. Не побрита броня. Выдает. Ну ты смельчак на хэвике. На хэви. Даже скучно как-то при нашей броне издеваться над пацанами.
мне сломал. И это все. Нате еще по жопе. Абсолютно имба по броне, конечно, 705. Башку высунул и сиди, расстреливай дуриков этих. Там вперед уж проезжать. Нате. Блин. Поломали меня немного. Нате еще. Меня бить едет, да. Есть пробитие. Нате еще. В ангар. Ну, 4К дали. Надо вот в этих выезжать. Что-то решать с ними. Нате еще. Блин. Плохо, что мы его не пробили. Это наша домашка. В ангар. ХПшка вообще не осталось. Ну, нормально, что. 4400 сойдет. Сейчас точно меня последний угоню. Угу. Гаденыш. Ну все, не успеем. У нас подвижности не хватит по нему пострелять. Его без нас сейчас убьют. Конечно же. Ну еще бы. Ладно, 2400 натанковали. А 4, сколько у нас там? 4600 суммы есть, сойдет. Как для девятки пойдет. Сами видели в начале боя. Просто лютая броня от башни. Ничего мне не мог сделать ни ИС-4, ни Type 4 Heavy. Ни объект 780, который был вынужден просто отсюда уехать с нашей позиции. Вот. Второе место у нас по урону. Вот такой вот этот танк. Встал в позицию, держать фланг. Ребят, 705А, десятка. Просто лютая имба. Да, не самая точная может быть, конечно, пушка. Долго заряжает, все такое. Но брони в этой машине, если тем более враг видит только башню, ну все. Они все теряются, не знают, что с этим танком делать. И на самом деле правильно. По пятибалльной системе машина заслуживает твердую четверку. Мне очень нравится эта тачка. Невероятно крепкая, невероятно имбовая. Пацаны, у кого есть в ангаре, конечно, для ребят, которые только качают ветку, напишите, как вам эта машина в целом, какое вы используете оборудование. Конечно же, все дружно прожимайте лайк под видео. Вот, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну а я вам говорю, до скорых встреч.
Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.